А тема нашей сегодняшней программы – корнеплоды. Привет! Добро пожаловать в школу агрономиков. Меня зовут Аня, я нетипичный фермер, а это мой помощник, большой любитель выращивать растения, Гриня. Привет! Меня зовут Гриня. С давних пор мы, фитошки, помогаем людям выращивать и оберегать все, что растет в саду и в огороде. Я очень люблю растения, изучаю их и с радостью поделюсь своими знаниями с вами. Помогу вам советами и подсказками. А вот наши агрономики. Привет, ребята! Привет! Вы у нас агрономики с опытом, но давайте представимся нашим новым зрителям. Как вас зовут? Меня зовут Алена. Меня зовут Савелий. Очень приятно. А меня зовут Аня. А меня Гриня. И у меня есть для вас несколько интересных заданий. Ребята, вы готовы? Да! Ну тогда начинаем. А тема нашей сегодняшней программы – корнеплоды. Ребята, как вы думаете, что такое корнеплоды? Это что растет в земле. И это можно есть. Почти правильно. Корнеплоды – это самые обычные корни растений. Хотя нет, вру, не обычные, а съедобные. Они накапливают в себе питательные вещества и становятся очень-очень вкусными. Некоторые из них сладкие, например, морковь. Какие-то острые, как редис. А есть очень-очень острые, вот как имбирь. Из него делают приправы. Но не все съедобные части растений, которые растут в земле, называются корнеплодами. Вот в этом мы сейчас и попробуем разобраться. В этой корзине много-много овощей. Ваша задача разобраться, что из этого корнеплод, а что нет. А я вам помогу. Сейчас из этой корзины я буду доставать овощи, а вы будете отгадывать, корнеплод это или нет. Если вы считаете, что это корнеплод, тогда хлопайте в ладоши, а если нет, поднимайте руки вверх. Готовы? Да! Ну что, давайте самый первый овощ. Что это? Корнеплод. Правильно, это свекла и это корнеплод. Любите свеклу? Да. Ну, немножко. На самом деле свекла очень полезная. Она удивительна тем, что практически не теряет своих полезных свойств во время варки. А еще из свеклы делают сахар. Правильно, только для сахара нужна специальная свекла. Она называется сахарная. Так, достаем следующий овощ. Правильно, молодцы, это не корнеплод. Перец у нас растет на кустиках. Так, что тут у нас еще есть? Молодцы, чеснок не является корнеплодом. Достаем следующий овощ. А теперь ответьте вы мне, где растет помидор? На кустиках. Правильно. Тоже на кустиках. Следующий овощ. Что это? Морковка. Морковь, и она является корнеплодом. Кстати, у моркови можно есть и ботву. Так. Что это? Свекла. Редиска. Правильно, редиска. И она тоже корнеплод. Молодцы. Редис улучшает аппетит.
так как в нем много клетчатки. Ага, первая ошибка – это лук. Он так же, как и чеснок, не является корнеплодом. Ребята, правильно, картошка является корнеплодом. Любите картошку? Да. Какую, жареную или вареную? Жареную. И ту, и другую. Все детки любят картошку. Ого, что это такое? Не знаете, что это такое? Салат. Ага, это не салат, это сельдерей. Он бывает корневой и является корнеплодом, а бывает вот такой вот черешковый. Так, мнения разделились. А знаете, что это такое? Нет, корнеплоды. Это арахис, и он действительно растет в земле. Ребят, вы такие молодцы, справились с этим заданием. Теперь мы все знаем, что такое корнеплоды, а что нет. Знаете, какой мой любимый корнеплод? Редис, потому что он очень быстро растет, по сравнению с другими овощами. Например, картофелю нужно целых 3 месяца, чтобы вырасти и дать плоды. Представляете, сколько это ждать? А вот редис, молодец, он порадует нас своим урожаем уже через 20 дней. Но те ребята, которые знают один секрет, могут есть его еще раньше. И скоро вы все тоже узнаете этот секрет. Ребята, у меня для вас есть еще одно задание. Вот тут у меня много-много карточек с корнеплодами. Тут морковь. И редис. А еще арахис и свекла. Правильно! И ваша задача найти нужные карточки и расставить в нужном порядке от семечка до взрослого растения. Готовы? Да. Тогда поехали. Я тогда морковку возьму. Ребята, а с чего начинается рост любого растения? Семечко. Семечко. Правильно. В семени очень много питательных веществ, которые помогают растению раскрыть свои первые семидольные листочки. Дальше, после семидольных листочков, у нас идут настоящие листья, и потом уже постепенно образовывается корнеплод, и мы получаем наш урожай. Какие вы молодцы, как у вас все получается ловко. Потому что я видела, как наши микрозелени растет и в баночках мелисса и кто-то еще. Здорово. Вы отлично справились с заданием, вы молодцы. И теперь у меня вопрос. Как думаете, в какой момент эти растения становятся съедобными? Когда они вырастают. Когда они созревают. На самом деле не обязательно ждать, пока вырастут сами корнеплоды. Как только у моркови, свеклы и редиса покажутся 2 настоящих листика, все, можно есть. Это будет называться микрозелень. Ух ты, съедобные листики. Не просто съедобные, а очень полезные. Мы с вами уже выращивали микрозелень, и вы наверняка помните, насколько она полезная, сколько в ней минералов, витаминов и полезных веществ. Вот, например, редис можно вырастить на подоконнике как микрозелень и уже через 10 дней получить вкусный остренький редис. Этим мы сейчас и займемся. Так, ну что, какие у вас классные перчатки, покажите мне. Красота, перчатки для настоящих агрономиков. Сегодня мы вместе с вами будем выращивать редис. Вы посеете редис на микрозелень, а я посею редис вот в такие лоточки. Дома тоже можно выращивать редис, главное поставить его под мощную фитолампу. Вы уже умеете у меня выращивать, поэтому справитесь с заданием на отлично, я думаю. Что нам понадобится? Коврики. Угу. Такие вот коврики. А еще что? Земля. Семена. Угу.
Редис бывает разных цветов на микрозелень. Бывает бордовый, бывает розовый и бывает зеленый. Это дайкон, но он тоже относится к микрозелени редиса и тоже такой же вкусный. Давайте вы будете сеять вот такой красненький. Держите. Кто у вас там нарисован? Гриня. А значит, Гриня вам поможет. Первое, что мы делаем, ребята, разве мы семена открываем? Первое. Стелим коврики и их мочим. Мочим, правильно. Нам нужна вода. А я побрызгаю на грунт. Давайте разбрасывайте семена редиса. А я буду раскладывать семена по одной штучке на каждую ячейку. Именно так мы выращиваем редис как корнеплод. Семян не должно быть много, между ними должно быть расстояние. Теперь нашим растениям нужно создать парниковый эффект, чтобы семена у нас быстрее проросли. Свои я накрываю пленкой, а как у микрозелени создавать парниковый эффект, вы помните. Молодцы! Мы делаем пирамидку и сверху тоже накрываем контейнером. И как только семена проклюнутся, мы поставим их на солнышко. А мой редис ставим сразу под фитолампу, чтобы он не вытянулся и завязались корнеплоды. Кстати, выращивать редис на окне просто через 25 дней вы получите свой урожай. Ребята молодцы, справились с заданием. Теперь я помогу вам поскорее вырастить микрозелень. Добавлю немного волшебства. Мигрик. Ух ты! Он ускорил время. Да, посмотрите, как быстро мы получили микрозелень. Дома бы она росла дней 7-10. Ничего себе. Гриня, большое тебе спасибо. Благодаря тебе мы можем попробовать микрозелень уже сейчас. Ребят, смотрите, а я для вас вырастила вот такой редис. Смотрите, листочки зеленые, а стебельки розовые. Хотите попробовать? Да. Хотим. И расскажите нам, отличаются они по вкусу или нет? Я хочу попробовать сразу 3. Давай. Отличается по вкусу. Какой острей? Ну, острее, чем этот. Острее, да? Осторожно, это мой. Как говорят, дети не едят микрозелень. На моих программах еще как едят. Микрозелень можно есть как самостоятельное блюдо, а также куда-то добавлять, например, на бутерброды или в салаты. Это очень вкусно. Вам понравилась микрозелень? Да! Это главное, потому что настоящий агрономик должен не просто уметь выращивать растения, но и любить их есть. Ну что, ребят, вы сегодня большие молодцы. Вы подтвердили звание агрономиков. Давайте 5. А значит, что дальше? Подарки! Правильно. Держите, я вас поздравляю. Спасибо. Придете ко мне еще на программу? Да. Идем. Я вас очень буду ждать. На этом все. И запомните, быть агрономиком очень просто. Для этого нужно несколько элементов. Воздух, вода, солнце и немного вашего внимания. Вообще-то ты забыла про землю. Хотя она для микрозелени и не нужна. Так что пробуйте выращивать огород на окне. У вас обязательно получится. А мы с Гриней вам поможем и подскажем. Пока!